Я разочаровался в нейросетях и искусственном интеллекте. Он дает посредственные ответы, пишет посредственные тексты. И вообще все проще сделать и легче самому. Если вы так считаете, то вы просто не знаете эти 3 секрета. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача – это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам и, наверное, обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео я вам покажу 3 секрета использования искусственного интеллекта на примере ChatGPT. И первый секрет – это использование AI-помощников. То есть мы можем создать на базе, например, своего телеграм-канала, телеграм-профиля, телеграм-бота полноценных AI-помощников. Сейчас я вам покажу несколько моих AI-помощников. Первый, наверное, самый главный AI-помощник – это помощник по SMM, то есть это SMM-помощник Игоря Зуевича, он так и называется. Значит, что он делает? Он не пишет полноценный контент-план для моего инстаграм-профиля, он мне пишет сценарий для Reels, он делает рерайт текста, он делает исправление ошибок текста, он оформляет, либо помогает оформить шапку профиля мне, либо моему профилю, либо моим клиентам. То есть это полноценный маркетолог, который работает в социальных сетях. Он обучен на большом количестве контента, именно посвященному Инстаграм. То есть он больше заточен под инсту. И те люди, которые хотят получить полноценную консультацию, полноценный разбор своего профиля, либо подсказать, как необходимо продвигать свой профиль в Инстаграм, либо банально там написать несколько постов для своего профиля под свою тематику, то они в основном все пользуются, ну не все, а те люди, которые знают об этом SMM-помощнике, они пользуются, соответственно, им. То есть я его обучил, предварительно обучил для того, чтобы он давал полноценные, внятные ответы именно по специализации SMM. Значит, смотрите, давайте зададим ему какой-то вопрос. Например, нам необходимо создать контент-план на неделю. Мы его просим, да, сгенерируй контент-план, то есть здесь мы в него внедрили специальные подсказки, которые можно использовать. И сейчас я его просто прошу, да, напиши мне контент-план на неделю. Но он не просто там пишет контент-план, он мне предварительно задает, соответственно, вопросы. То есть он мне спрашивает, какая твоя ниша, какое твое направление. То есть глупо было бы, если бы он мне сказал, хорошо, отлично, давай я тебе создам контент-план. Нет, мы его обучили таким образом для того, чтобы его контент-план полностью удовлетворял потребностям тех людей, которые к нему приходят. И чем больше вы его введете в курс дела, в своей темы, своей ниши, то есть чем грамотнее вы будете отвечать на те вопросы, которые он вам будет задавать, тем грамотнее будет его ответ. Второй вопрос он задает, соответственно, хорошо. То есть мы написали, например, тема фитнеса. Я сейчас в качестве примера, я не буду углубляться сильно в ответы, я вам просто хочу показать, как он работает. То есть он спрашивает второй вопрос, кто ваша целевая аудитория? Здесь, конечно, желательно расписать подробно, кто целевая аудитория, чем мы занимаемся, какая у нас специализация в этом направлении. Но мы ответили кратко, да, что наша целевая аудитория – женщины, желающие похудеть. Вот, какая твоя ключевая цель в инсте? Например, набрать подписчиков, да? Набрать подписчиков, либо показаться большему количеству людей, либо привлечь клиентов. То есть мы подробно описываем нашу цель. И еще раз говорю, когда мы подробно отвечаем на те вопросы, которые нам задает искусственный интеллект, вообще нейросеть, когда нам задает какие-то вопросы, мы должны максимально широко ответить. То есть это, знаете, это как полноценная консультация для того, чтобы понять, что вы реально хотите, она не может прочитать наши мысли. И для того, чтобы она поняла, что вы реально хотите, соответственно, вам необходимо ей рассказать ваши цели, ваши желания, вашу нишу, ваше направление, а желательно еще рассказать о тех проблемах, которые у вас возникают в процессе, для того, чтобы она помогла вам решить, ну, либо он, SMM-помощник, помог вам решить ту проблему, которая в данный момент у вас есть. Следующий вопрос он задает, то есть на какой контент вы хотите сделать ставку в контент-плане. Мы
говорим, что на Reels, то есть кратко, мы не погружаемся в суть. И как часто ты хочешь публиковать контент в неделю? Там можно написать там раз каждый день, либо там несколько раз в неделю, либо несколько раз в месяц. Но я напишу просто 4 для того, чтобы он быстро ответил, и мы уже смогли посмотреть, как выглядит полноценный контент-план. Конечно, сейчас, да, вот многие говорят, что вот когда смотрят мои видео, говорят, да посмотри, ты почитай ответ, который дала тебе нейросеть. Я сейчас не заморачиваюсь тем, чтобы мне дал какой-то хороший ответ. Я показываю то, что сейчас реально работает. И он мне просто написал, соответственно, 4 дня в неделю, какие мне стоит расписать посты. Я могу дальше углубиться. Давай, соответственно, по этой теме углубимся. Давай ты мне напишешь полноценный пост там для понедельника. Давай переиграем. То есть я не просто беру вот этот контент-план, я в дальнейшем с ним работаю. И это позволяет мне, таким образом, не заходя там даже в чат GPT, использовать такого SMM-помощника, которого я создал сам на базе телеграм-канала. Как это все делается? У меня есть подробные посты в моем телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. Переходите в телеграм-канал. Там есть большое количество материалов, именно посвященных искусственному интеллекту. И есть информация о том, как создавать таких AI телеграм-ботов. Этот телеграм-бот работает на базе ChatGPT 4. И есть еще вот телеграм-бот, который позволяет внедрять искусственный интеллект в любой проект, в любой бизнес. То есть он как раз и подскажет, он находится в моем основном телеграм-канале, AI-помощник в закрепленных сообщениях, и он как раз и рассказывает о том, как создавать, соответственно, таких телеграм-ботов, как внедрять искусственный интеллект, как использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников. Значит, все эти телеграм-боты, они находятся на базе ChatGPT 4, и, соответственно, они подключены просто через API-ключ для моего профиля. То есть здесь сейчас можно посмотреть, да, мои API-ключи. У меня здесь большое количество API-ключей для различных помощников, различных ботов, которых я использую для своей работы. Я сейчас все палить вам не буду, но покажу, что они, соответственно, есть, и я это активно использую. Поэтому одна из функций ChatGPT 4 это как раз работа в рамках там любимого мессенджера, потому что Telegram сейчас очень популярен, и он находится там буквально в пару шагов, и мне удобнее использовать чат GPT именно на базе Telegram. Я знаю, какой чат GPT там выгружен, что это 4-я версия, и я знаю, я себе создаю отдельных Telegram помощников, которые заточены именно под то направление, которое в данный момент я хочу, соответственно, с которым мне нужно работать. Мне нужно узнать, как внедрить искусственный интеллект в Telegram. Я быстро захожу в свой Telegram помощников, либо в какой-то бизнес, какой-то проект, чтобы он накидал мне идеи. Есть у нас также, у моих дочерей есть AI помощник, который заточен на то, чтобы решать определенные задачи, там, математика, физика, русский язык. Он проверяет их тексты, они могут ему быстро скинуть какую-то задачу, и он поможет им решить. Специалистов мы создаем, то есть сейчас я создаю большое количество телеграм-ботов, как для себя, как для своих помощников, так и, соответственно, общих общественных, вот которых я вам показал, которым каждый из вас может задать вопросы. Есть AI-помощники кураторы, есть AI-помощники специалисты для службы поддержки, есть AI-помощники, которые помогают моему каналу расти и развиваться. То есть всех этих помощников вы тоже можете создать, и они будут заточены под определенную специализацию. Это стоит не так дорого, то есть там буквально несколько долларов в месяц вы платите по каждому помощнику для того, чтобы если это общественный помощник, да, там чуть больше сумма выходит, но если это ваши личные помощники, которые вы создаете, они удобные, и они стоят там вообще копейки. И все это на базе Telegram, даже если у вас не работает там чат GPT в телефоне, то, соответственно, вы можете таким образом создавать себе помощников. Вторая функция, которую я активно использую для того, чтобы чат GPT мне давал именно те ответы, которые меня будут удовлетворять, это так называемое предварительное обучение. То есть у меня есть большое количество промптов для ChatGPT 4 версии. Конечно же, да,
тот ответ на вопрос, который вы хотите получить, он зависит от того промпта, либо того контекста, который вы зададите ChatGPT. Но также, чтобы ответы от ChatGPT были именно той специализации, которая вам необходима, я рекомендую всем использовать всегда Custom ChatGPT, то есть Custom Instruction, то есть это пользовательские инструкции. И в пользовательских инструкциях мы можем прописать то, что мы хотим получать от ChatGPT. Например, мы хотим получать от него ответы в виде таблицы. Соответственно, мы в пользовательских инструкциях забиваем эту информацию, что мы хотим получать ответы в виде таблиц. Либо мы хотим в данный момент провести какой-то мозговой штурм с ChatGPT, и чтобы он был не просто там общий ChatGPT, а ChatGPT, который специализируется на определенном направлении. Например, у меня постоянно включен практически видеомаркетинг-специалист, и я его использую для того, чтобы писать сценарии для Reels, писать сценарии для роликов, подкидывать идеи, проводить мозговой штурм именно для своего YouTube канала. Здесь у меня очень часто, вы можете в других моих видео увидеть, что я использую роль именно видеомаркетинг специалист, но это не значит, что я не использую другие роли от ChatGPT. Вообще у нас в нашем телеграм-канале больше 250 различных ролей, которые может принимать ChatGPT. И эти роли совершенно все разные. То есть это вот школьный преподаватель, преподаватель начальной школы. Есть профессор института, есть специалист по внедрению искусственного интеллекта, есть фитнес-тренер, есть нутрициолог, есть тренер по физической подготовке, есть тренер по питанию, есть программист, есть программист как бы высшего качества, есть специалист по обработке данных. То есть здесь огромное количество различных направлений, и ролей, которые может кроссфит тренер, направлений, которые может, соответственно, принимать ChatGPT и искусственный интеллект. И здесь все пользовательские инструкции у нас просто забиты, то есть у нас есть в пользовательских инструкциях необходимо дать два ответа на вопрос. Это что бы ты хотел, чтобы ChatGPT знал о тебе и какую роль он бы играл. И второе, это как бы ты хотел, чтобы ChatGPT, соответственно, отвечал. Здесь у нас в два как раз столбца, которые мы просто берем и забиваем в эти два столбца, и ChatGPT уже является специализированным помощником, специалистом именно в том направлении, которое нам необходимо. Поэтому, если вас не удовлетворяют ответы ChatGPT, то просто введите пользовательские инструкции для того, чтобы не вводить их каждый раз при общении с ChatGPT. Введите их один раз в разделе «Пользовательские инструкции» и все. После этого ChatGPT будет вам отвечать так, как вы хотите, так, как вам нужно. Это очень удобно. Ну и третья функция, это довольно свежая функция, которая мне зашла, я уже снял несколько видео на эту тему, это функция так называемой долгосрочной памяти, это полная персонализация ChatGPT. Смотрите, я сторонник того, что если вы работаете в рамках одного чата, то есть вы работаете с ChatGPT, то вы должны его максимально настроить под себя. То есть не то, что там вы купили ChatGPT и начинаете пользоваться этим аккаунтом, пользоваться этим аккаунтом начинает несколько человек. Я сторонник того, чтобы там $20 в месяц, это там 2000 рублей в месяц, чуть меньше даже, каждый из нас, в принципе, может использовать, может платить для того, чтобы использовать такого персонализированного помощника. Поэтому я рекомендую вам, если вы работаете один с ChatGPT, либо, может быть, кто-то из вашей команды все-таки работает с тем же ботом, под тем же логином, паролем заходит, то учите его, то есть вбивайте в него долгосрочную память. Посмотрите обязательно мои видео по этой теме. Там есть большое количество преимуществ при использовании долгосрочной памяти. То есть мы в процессе общения с ChatGPT, мы какую-то информацию его просим забивать именно в долгосрочную память для того, чтобы он в будущем уже не допускал тех ошибок, которые, как нам кажется, он допускает при работе с нами. То есть это не то, что вы сели, сказали ему, я хочу, чтобы ты не делал то-то,
то-то, то-то, то-то. Нет, вы в процессе работы с ChatGPT замечаете какие-то ошибки, либо что-то вам не нравится. Каждому из нас не нравится там что-то свое. Вам не нравится, например, определенное слово, которое он вам пишет. Вы, соответственно, говорите ему: долгосрочную память запиши, что тебе нельзя использовать это слово. Либо вы создаете ярлыки для того, чтобы ускорить чат GPT в несколько раз. И не вводить каждый раз какой-то промпт, а просто ввести одно слово, и он уже он уже понимает, что когда вы вводите это слово, то значит ему необходимо выполнить ту команду, которую вы ему задаете. То есть долгосрочная память — это memory, находится в персонализации, она вообще работает на всех профилях сейчас. И если у вас нету нету вот такого вот раздела персонализации, нет раздела долгосрочной памяти, то вам просто необходимо включить VPN и выбрать, соответственно, в страну VPN Америки, потому что долгосрочная память еще, она не работает на всех, как бы во всем мире. В Европе она пока запрещена, скорее всего, из-за каких-то персональных данных, а в Америке, соответственно, это все работает, если не ошибаюсь, в Канаде тоже работает. То есть вы можете зайти в тот же там Perplexity, поисковую систему, с которой я рекомендую работать, либо в чат GPT, и спросить у него, в каких странах уже возможна работа с долгосрочной памятью, с персонализацией, и включить VPN этой страны, у вас тут же персонализация заработает. На мой взгляд, именно эти 3 секрета позволят вам эффективнее использовать чат GPT и решать какие-то свои повседневные задачи с его помощью. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Гарзуевич. Напишите что-то в комментариях. Это реально помогает продвижению видео. Пока.